Ты ждал этого поджопника или что, я поняла спустя 15 лет отговорок. И это видео будет, скорее всего, не о нытье о потерянном времени, а это будет видео-мотивашка для меня, ну и в первую очередь, конечно же, для тебя. Мне пришло очень много крутых и просто каких-то гениальных осознаний за то время, пока я не залипаю рилсы, пока я не залипаю в ТикТоке, пока я ушла с радаров социальных сетей, пока я ушла с экспертности, потому что, если честно, уже вот здесь все вот это вот, короче, стоит. И, конечно же, спустя там несколько месяцев мне есть много что вам рассказать, поэтому обязательно дайте мне знать в комментариях, если вам интересны какие-то темы. Ну что ж, прошло 15 лет с того момента, когда я впервые взяла в руки дедовскую хэндикамку. Тогда наш дом еще валился от старости. Я смотрела кучу всяких блогеров. Я каждый день кого-то, пересматривала. Я каждый день чему-то обучалась. Я изучала сферу блогинга. Я вдохновлялась людьми. Еще тогда я хотела себе сделать фон для того, чтобы снимать. Еще тогда я взяла тот самый синий ватман и начала клеить туда наклейки, какие-то блестки, какие-то вырезки из баннеров, из журналов, дабы сделать себе классный, красивый фон для видео, чтобы вот скрыть всю вот эту плесень, скрыть вот эти вот непонятные стены без ремонта. Я тогда так горела идеей снимать, что мне было все равно на все эти факторы. Я взяла этот, так сказать, ватман, пошла в соседнюю пристройку, поставила камеру, повесила этот чудесный, классный, яркий баннер, и что вы думаете? Я разочаровалась и похоронила эту идею. И каждый раз, когда я хотела начать снимать, я каждый раз находила отговорки. То мне камера какая-то не такая, то у меня телефон не той модели, то мне свет недостаточно, то у меня, может, времени нет. Но техника-то улучшалась, время шло, а вот действия, по съемке видео никакие не происходили. Напоминаю, что это видео второе на моем канале. Я еще в те моменты очень четко помню, что у меня был друг-ютубер, который вел также YouTube-канал, основанный на Майнкрафте. Окей, хоть это были и игры, но он вполне достаточно успешно его вел. На глазах у него аккаунт вырос с 500 тысяч подписчиков до 1 миллиона. Что делала я в это время, я, конечно же, не знаю и не помню. Также у меня друзья дополнительно вели блоги, что-то там коллаборировали, сотрудничали, что-то бренды, что-то какие-то блогерские мероприятия. Все мне постоянно говорили и задавали мне вопрос: а почему ты не снимаешь? И мне просто-напросто нечего было им ответить. Самая такая важная мысль: в тот момент, когда у меня были возможности, я всегда находила отговорки, я всегда находила какую-то причину, почему я не сниму видео, а не причину, почему я должна снять видео. Только вот страхи, которые нам обычно мешают, и как пеленой на глаза, так сказать, надеваются, мешают нам двигаться вперед, мешают нам творить, мешают нам проявляться, мешают нам выполнять какие-то наши определенные цели, которые приведут к нашим мечтам. А там, где ваши страхи, вот туда вам и нужно идти. Будет ваше первое видео не очень, пофиг, у вас впереди еще тысячи видео, тысячи. Спустя где-то 15 роликов вы даже и забудете о том, как вы вот так вот судорожно тряслись перед камерой и пытались вспомнить, что там нужно говорить, что происходит у меня довольно часто. Просто в моменты отговорок вспомните, что вот просто снимая себя, свою жизнь, свое творчество, просто давая знания, просто неся эти знания в массы, вы можете свою жизнь поднять на новый уровень. Но к чему бы я сейчас пришла, если бы я начала еще тогда снимать длинные видео? Сейчас, скорее всего, на канале у меня было бы не 2 видео, а 425. У меня было бы не 5000 подписчиков, у меня было бы где-то 500 тысяч подписчиков. Я бы каталась, там на машинке не 12 года своей первой, а с новенькой на салоне, понимаете, и бабушка бы у меня жила где-нибудь не в Краснодаре в однушке, я бы ей снимала квартиру, а в каком-нибудь крутом загородном доме бы я ее поселила. Я как раз иду к этой цели. И все, что я здесь говорю, это не с целью дать вам сожаление о потерянном времени, как я говорила в начале, наоборот, дать вам понимание, то, что никогда не поздно. Посмотрите на этого прекрасного персонажа. Эта бабулечка в 60 лет решила твердо изменить свою жизнь. Она снимает блоги, набирает миллионные просмотры, просто снимая себя, отвечая людям на вопросы в комментариях. Если она решила изменить жизнь в 60 лет, так и ты можешь в любое время. Я горжусь такими людьми, которые берут и просто в любом возрасте, без каких-либо отговорок, и прямо сейчас, в данный момент берут и меняют свою жизнь к лучшему. Не завтра, не послезавтра, не когда будет время, потому что это время может никогда не наступить. Есть только сейчас, у вас есть момент только сейчас взять и сделать то, что вы давно планировали. Ну все, ты знаешь, что за 15 лет я нашла миллион оправданий. Но знаешь что? Я сейчас сижу и снимаю это видео. Ну а ты можешь начать прямо сегодня. Пускай это видео будет не идеальное, пускай оно будет где-то какое-то не такое, но оно будет твое.
Ну и перед тем, как ты начнешь снимать, давай я тебе дам от себя лично 3 моих главных совета, которым начала я буквально недавно и буквально вот на днях следовать. Первое. Не будь перфекционистом. Говорю вам как творческий человек, потому что вы будете очень долго топтаться на месте, вы будете очень долго тянуть, и каждый раз вы будете улучшать и дорабатывать видео, либо дорабатывать свою какую-то работу, но никогда не будет идеально, поэтому перфекционизм мы выключаем. Второе, не гонитесь, пожалуйста, за трендами, давайте мы будем с вами сохранять, да, нашу личность, не будем с вами становиться тем самым экспертом, которых еще 1000 и миллионы. Хватит прыгать на камеру, хватит с нас однотипных фраз, хватит с нас инфо-цыган, которые продают информацию, в которой они вообще ничего не понимают. Хватит с нас блогеров, которые пихают нам гайды из чата GPT. Хватит с нас блогеров, которые ведут блог, потому что все так делают. Хватит с нас вылизанных картинок. Хватит с нас фото с арендованной лампы. Типа, чел, серьезно, все знают, что она типа не твоя. Покажите свой мир, покажите то, как вы его видите, в каких цветах, что вы любите, чем вы вдохновляетесь, что вас увлекает. Это же, блин, это так прекрасно. Это прекрасно быть разными. Почему мы забыли об авторстве? Третий заключительный совет — это не пытайтесь искать волшебную таблетку и не сравнивайте себя с другими. У нас у каждого свой путь, у нас у каждого свои ошибки. И те трудности, с которыми мы все с вами сталкиваемся, это наш собственный опыт. Возьмите хоть 1000 историй, вы не найдете одинаковых, но найдете одну свою, если начнете. Не сравнивайте, ошибайтесь и творите свою историю. Всем бай, с вами была Лика Бай.